Я кайфую от этого. Я блогер, что ли? Блогер, инвестор. И Кто просто еще? хороший человек. А полетели в Корею? Я купил курс себе по там финансовой перезагрузке. Этот завод Будем показывать на собственном примере, что вот как с полного нуля можно достичь успеха. Вот я, например, боялся показать друзьям. Помнишь, когда ты выложил в нашу группу наших Да. друзей видео? Я просто сгорал от стыда. Так, сделали небольшой перерывчик, заварили чай, вот со всякими плюшками. Атмосфера такая домашняя, в общем, у нас. Конечно, это же домокаст. Да, да нет, по кайфу вообще. По кайфу, отвечаю. Я такой опыт, на самом деле, бесценен. Я хочу, чтобы люди это посмотрели. То, что два чувака закупились аппаратурой, не знали, как что делается. Просто начали делать, и вот тебе и подкаст. Мы можем пригласить кого-нибудь. Да. В общем, ребята, кто смотрит, да, я понимаю, вас будет мало, но мы, Это все для вас. да, мы, короче, два молодых пацана, которые хотим поделиться с миром, с людьми, которые еще не в теме в этой, у которых бедное мышление, которые будут просто от зарплаты до зарплаты работать и в депрессниках, без денег, вечно не хватает, получил зарплату, потратил, к концу месяца у кого-то приходится занимать. Ну, то есть, вот такая вот жизнь. А мы хотим поделиться с людьми, что вот мы сами этому научились, Мы сами жили так. мы сами жили так, мы такие же, да. И мы вот только вот этому научились и решили, что мы будем делиться с людьми тоже этим. Ну, вот на Ютубе, там, с помощью подкастов, да. Я надеюсь, мои хлюпанья, когда я чай пью, не будут слышны. Или мне в этот момент микрофон отключать. А у Да тебя не. микрофон сенсорный, ты можешь стукнуть и... Не, прикольно. Не, хотя, знаешь что, АСМР будет, смотри. Ха. Я бы вот эту плюшку поел бы. Давай покушаем, пожуем в микрофон. Ой, ну, в общем, что еще можно сказать? Я считаю, что каждый человек, кто нас будет смотреть, Угу. должен поставить лайк этому подкасту. Не знаю, я хочу так. Ты хочешь? Да. Ладно, давай перепишем. Обрежем. Я хотел бы, чтобы люди, которые нас смотрят, Ага. не просто как бы такие думали, что за чуваки, нахрен их. Просто нужно чем-то зацепить людей сегодня. Иначе они не будут вовлечены. Но неужели абсолютно все именно так мыслят? То есть должно быть что-то эффектное такое. Но мы постарались. Это все Семенов. Это все как бы то, что мы сделали, это просто, чтобы люди хотя бы посмотрели. И этот подкаст о том, что мы просто люди, которые поверили в себя и решили, что мы можем все сделать. Да, да. Суть в том, что когда ты смотришь из дома по ту сторону экрана на людей, там, на блогеров, кажется, что там они занимаются чем-то непонятно сверхъестественным, до чего тебе не добраться обычному человеку. Мы можем сказать про то, что мы бедолаги с бедных семей. У нас тоже ничего такого особенного никогда не было. Чтобы попасть сюда, просто приехать в Корею, мы заняли денег, наскребли на билеты и просто приехали сюда, почти с нулем. Ну, нам повезло, что нам сразу работу нашли, но окей. Привет, Сани. Да. А так, было тяжко. Было тяжко, и сейчас мы особо не богаты, если так взять. Но не жалуемся, во всяком случае. Ну да. Стали получше. Окей, не будем хвастаться. То есть, чтобы вы понимали, мы тоже самые такие же обычные люди, которые могут
на своем примере показать не только, как достичь успеха, какие этапы мы проходим, но и вот мы сейчас пишем подкаст о том, что не нужно, да, думать, что люди по ту сторону экрана какие-то особенные. Вот мы сидим. Окей, сейчас вы видите, какие мы простые люди. Но я могу сказать точно, что через пару лет вы нас не узнаете. Кто вот будет следить за нами сейчас с самого начала, вы офигеете, что через пару лет мы станем кем? Долларовыми миллионерами. Вот. О, да. Это наша цель. Это наша главная цель. Я даже так скажу, не то, что вы не узнаете нас, вы будете знать нас точно. Да. Вот. Я думаю, что, знаешь, мне бы очень хотелось вот этими видео, которые мы которые мы создаем, Ну, мне бы очень хотелось, чтобы, например, один человек попробовал, послушал нас мгм. и попробовал, внедрить все эти вещи, о которых мы говорим. Например, то же самое бюджетирование. Да. Это же просто научиться считать свои деньги. Сейчас это, очень легко происходит, когда ты берешь, прикладываешь карточку, у тебя уходят деньги, ты не видишь сколько, только если ты не палишь свой телефон в этот момент. И ты не держишь их в руках, Мгм. поэтому с деньгами очень легко расстаться, и ты не замечаешь, как они исчезают. И Правильно, да. поэтому важно планировать свой бюджет. Я изначально было так. Я тратил, Мгм. а потом я считал, сколько на что потратил. Это проигрышный вариант. Ну, понятно. Конечно, правильно, конечно, прежде чем идти куда-то что-то покупать, надо составить список, во-первых, и Да-да. и вообще и покушать перед этим. Быть сытым, Да. Отличный, между прочим. да. Совет. Потому что ты приходишь, у тебя глаза начинают разбегаться, так, надо вот это купить. Я сам по себе знаю, я когда захожу голодный в магазин или там, я вижу печеные, какие-то пирожки, чебуреки, вот эти вот запахи, все. Я все по одному, там, все покупаю. Булочку куплю, там, чебурек куплю, окей, покушаю, вот так. А когда ты сытый, заходишь, еще и со списком, все, ровно, проходишь мимо всего, берешь ровно, что ты вот дома выписался, список продуктов или еще чего-нибудь. Да. Ровно по списку купил, все, вот тебе. Если ты это систематически будешь делать, вот тебе один из методов сохранения твоих денег. Экономии. Даже не то, что экономия, ты просто правильно распределяешь. Но не прям четко, можешь ты, конечно, такой, хочу понятно, я да, суп, понятно. хочу я суп с грибами вдруг захотел. Да, купил грибов там. Да, я к чему вел-то? То, что изначально я как бы считал, сколько я потратил. Мгм. В дальнейшем я поменял, как бы, и понял, что нужно планировать, сколько ты потратишь. Да. И только за счет этого ты начинаешь видеть, сколько и куда. Например, не то, что видеть, а прям создавать. Мгм. 400 там, например, столько-то на продукты, столько-то там на квартиру и прочее. То есть есть те вещи, которые ты оплачиваешь по-любому, такие как аренда квартиры, кредит за машину, например, или же там кредит за телефон, или же за связь. Эти ты сразу вписываешь в план по-любому, потому что это стабильный, как это называется? Стабильный расход? Ха. Или, сейчас скажу, забыл. В общем, вы поняли, мне кажется. Да? Поняли? Я думаю, Напишите в поняли. комментариях, если вы его поняли, Да, потому что я ни хрена поправьте не меня. понял. Смотри, есть те вещи, за которые ты платишь по-любому, Да, правильно? ну. Обязан. Потому что, не будешь платить за квартиру, тебя Ну выселят да, нахрен. счета, там, газ, свет и так Да, далее. я об этом говорю, что Мгм. их ты в первую очередь записываешь в план. Мгм. И ты уже знаешь, сколько у тебя уйдет на это денег. И ты знаешь, сколько у тебя придет денег. В дальнейшем остаток этой суммы ты можешь планировать на продукты, на то, что ты покупаешь не всегда, там, Мгм. на развлечения свои, на карманные расходы оставлять. То есть
правильно начать планировать вперед. Не думать, что... Не считать, сколько ты потратил, а потом выписывать это все и смотреть. А планировать, сколько ты потратишь, и тратить именно столько, сколько ты записал. Тогда у тебя будет все ровно. То есть это и есть контроль твоих финансов. Последнее время я вообще перестал что-то записывать. После того, как мы слетали в Таиланд, я просто забыл, что такое деньги. Я до сих пор расплачиваюсь. Еще и MacBook купил зачем-то. Как зачем? Ну, Купил вот зато MacBook своей женушке. сейчас он работает он на меня. С одной стороны. Записываем, да. Круто. Да. Не, ништяк, конечно, блин. Ребята, вот, чтобы вы понимали, вот это просто кайф. Это кайф. И кто хочет пройти такой же путь, это просто вот. Мы сейчас сидим, если вы нас смотрите, блин, просто действуйте. Делайте то, что вы хотите. Вот мы просто начали действовать. Все. Может, поговорим об этом? О том, что, чтобы достичь, например, чего-то, недостаточно просто об этом подумать, и оно там будет. Надо поговорить Ну да. о Не, действии. конечно, мечтать тоже нужно. По-любому. Да, Я но хочу вот это. если ты просто мечтаешь и не стремишься к этому, не делаешь шаги к этому, то ничего, конечно, не будет. Вот на примере мы просто захотели свой YouTube-канал. Да. И мы просто поставили себе четкие границы, время, когда мы это все сделаем, и когда мы начнем записывать первое видео. Мы должны по окончанию, то есть срока, когда мы уходим с завода, выйти уже на монетизацию, подключить партнерки. Мгм. Сколько подписчиков мы должны были? 1000. 1000 мы типа празднуем, а к уходу, мне кажется, можно и планку поставить повыше. Ну, давай 10 000. 10 тысяч? Я думаю, да. Как советовал наш ментор, Мгм. мыслите масштабнее больше. То есть, Ну, тогда не 10 000. не, смотри, в чем прикол. Ты загадываешь намного больше, даже если ты получаешь меньше, но ты все равно, тебе приятно, потому что ты получишь больше, чем 1000, например. Понял? Ну, я имею в виду, да, я хотел продолжить, сказать, тогда не 10 000, а 100 000. Ну, 100 тысяч подписчиков до июня, до конца июня. А что такого, ты не веришь? Нет, я верю. Ну, давай попробуем. Давай. Все, отлично. Ребята, Ребята. давайте. Мы хотим доказать, что это возможно. То есть, о чем ты думаешь, что ты загадываешь? Вот ты делаешь. Верить надо, да, Да. верить. Вот смотрите, мы в это верим. Вот 100 000. Ты веришь, что 100 000 будет к июню? Спокойно, осилим. Ребята, вы можете Но нам только помочь. благодаря нашим зрителям. А иначе как? Да, мы отдаем максимально вот себя. То есть мы не какие-то там у нас цели заработать на чем-то. Нет. Мы хотим поделиться с людьми вот этой вот информацией. Ну, а то, что там мы, может быть, начнем зарабатывать, Ну, там монетизация появится. да, ну, это само собой разумеющееся. Но изначальная цель это то, что делиться с людьми. Ну да. Вот. И я всегда это преследовал. Вот с самого начала нашего Ютуба, нашего канала, Мгм. я постоянно думал, какое же видео записать, чтобы, ну, как, сподвигнуть людей на действие. Но я, знаешь, что понял? Что очень многие люди смотрят видео, зажигаются, но в итоге они просто, ну как, Не доделают. да, они не начинают, они не делают этот Они- шаг. Да, они даже боятся первый шаг сделать. Да. И моя цель создавать такие видео, которые ты посмотрел, и ты этот шаг делаешь уверенно, абсолютно. И Но идешь вперед. Ну вот ты как считаешь, мы сделали этот шаг? Конечно, посмотри. Ну, я считаю, что мы не то что перестарались, но мы делаем больше, чем нужно. На самом деле. Ну да. Ну как минимум, что у нас?
Нет, нет, просто сейчас, сидя здесь, мне кажется, что да чё мы, ну, как жили, так и живем. Не, на самом деле изменилось много чего. Просто Просто сейчас, ты привык к этому. Это как у тебя кот растет, да. а ты постоянно с ним и такой ничего не видишь. А друзья приходят, здоровый стал. Я только хотел сказать, а мы материмся в этом ролике или нет? Походу, да, окей. Давай. А вначале ты что, не матерился? Ну, я думал, мы там обрежем. Ну, ладно. Ладно, мы же не для детей пишем. Давай, знаешь что, передадим привет нашим близким. Я хочу передать привет своей супруге Кристине. Ну, тогда, раз так уж на то пошло, пользуясь случаем, Алёшка. Алёшка, это умешенно-ласкательно от Алена. Аленушка, Алёшка. Тебе тоже привет. Так, кто еще? Я хочу еще передать привет Денчику. Дэн, не заходи туда. Не иди на завод. Делай что-нибудь. Да. Дерзай. Дерзай. Смотри на нас. Послушай этот подкаст. Я надеюсь, ты послушаешь его до этого момента. Так что желаю Да. тебе успеха в том, что ты делаешь. Если Дэн слушает, то могу сказать одно. Ну, человек должен созреть к этому, то есть сам, да. Ну, мы можем что-то говорить людям, например, что как правильно делать, но пока человек не... Ну, понятное дело, что если потихоньку подталкивать на это каждый раз, то, возможно, быстрее это будет, но, например, сейчас мы можем это помочь людям на собственном примере, то есть показать, что это работает. Вот пока мы не покажем, что у нас какие-то результаты появляются, человек в это верить не будет. А сейчас, например, если мы что-то вот сделаем и покажем, что это работает, то он, может быть, последует нашему примеру. Мы говорили про моего братишку Дениса, да? Ну, остановились на той плюшке, которую я сейчас хочу доесть. Кристина, прости. Мне нечего было дать Салиму. Я знаю, что ты припасла их себе на утро. Если что, я утром схожу куплю. Если я проснусь. Время... Сколько время? Блин, ты помнишь, нам завтра надо будет еще ехать на встречу? Точно. У нас завтра будет съемка. В общем, наша цель, вот, мы уже сказали. Потом дальше, вот мы, получается, первые, ну и как бы ведем один канал, ведем подкаст. Дальше мы будем приглашать гостей. Интересно, кто тоже двигается, что-то делает. Например, вот там мы уже ходили на встречу, у нас есть контакты, с кем можно, кого можно позвать. Несколько человек. Угу. Разные. Танцоры, например. Да-да. Кто там? Кто на маркетплейсах свои курсы даже делает. Есть человек, который занимается воронкой продаж. Да. Там всякие. Ну, в общем, прикольно. Можно пообщаться, позвать, посидеть. Есть человек, который занимается криптой. Ха-ха. Кстати, да. Передаю привет. Если посмотришь. В общем, Знаешь что, пора заканчивать, думаешь? думаешь, пора заканчивать? Ну, я думаю, да, такой небольшой подкастик. На первый раз, думаю, достаточно будет. Как бы надо подвести итоги немножко. Или что? Или просто всем пока и вырубаем. Ну, давай. Вот такой вот у нас подкаст Домокаст. В общем, да. Не знаем, это Домокаст? Я бы хотел продолжить. Продолжай. Да? Просто посидим. Итак, у нас перегрелась камера. Оказывается, это бич всех камер. Ну ладно, не всех, но моя камера перегревается. Короче, да, это урок. Вот на чужой ошибке я буду выбирать себе камеру, которая не перегревается. Надеюсь, которая вон ту я хочу, Sony, что она не будет. Она такая маленькая, что ей перегреваться? А рассказать, какая у меня камера, какую ты хочешь? Ну, давай. Ну, у меня камера Fujifilm X-S10 со скитовым объективом. Все. А я хочу Sony ZV-10, да? ZV-10, правильно?
М. В общем, да. Я надеюсь, она не будет перегреваться. Но она такая, это, можно сказать, бюджетная, но пока что я снимаю просто на телефон. И, в принципе, он снимает неплохо. Вот Да-да. сейчас мы снимаем на телефон. Кстати, все ролики Салима, которые выходят на нашем канале ТНМ, они Да. все сняты на его 14 iPhone Pro, 13-й. 13 iPhone Pro Max. Так Мгм. что сами судите, какое качество. Я бы мог, конечно, 15-й взять, но я что-то не особо, 13-й, 15-й не такая прям разница. Ну, Что-то как естественно, будто камера. бы выебнулся сейчас. Ну, Немножко как так попахнуло. Вы***то? Да, типа, я бы мог 15 взять. в кредит. Вот другое дело. Вот. Ну там что, разница? Разница, по сути, только камера, по-моему, и все. А так вроде ничего особенного. В общем, сейчас, я думаю, пришло время финалить. Да, давайте закрепим. Нет, что закрепим? Давай просто попрощаемся. Ребята, рады стараться для вас. Я думаю, это наш первый подкаст и не не крайний, последний, да. не последний. Я думаю, что у нас будет подкастов много. Это первый наш опыт, так что поддержите лайком, комментарием. Да, Может быть, скажите, да, может быть, ваши комментарии как-то помогут улучшить контент, правильно? да, обязательно пишите советы в комментарии, чтобы мы прислушивались и делали. Вы сами знаете, как лучше, потому что вы смотрите. Мы делаем это для вас, поэтому Да. не стесняйтесь, пишите. Мы каждому ответим. Нас сейчас не так уж и много, поэтому Пока каждый пользуйтесь человек... моментом, пока мы не стали популярными, Да-да-да. да? Пока мы отвечаем всем. Потом будете такие, блин, не отвечают, не пишут, раньше отвечали. Ну ладно. Ну, у нас нету гостя. Пока что мы сами собой, так что благодарить некого. Я думаю, знаешь, какую фишку нам сделать? М. Будем прощаться, как мы прощаемся обычно. Мы попрощаемся и попрощаемся со зрителями. Вот так типа. Ну, давай. Уф. И за сосок. Да-да, это еще шараги нашей. Представляете, блин, окей, слишком долго прощаемся, но ничего. Мы с колледжа, сколько лет прошло? 10? 11? Я, честно, не считаю такие цифры. Сейчас 10 лет прошло. То есть Неплохо. 10 лет назад, даже больше, наверное, мы закончили 10 лет Да, назад. 3 года мы учились. Да. То есть, 13 лет? ну, короче, да, больше 10 лет. Мы здоровались вот так вот, просто непонятно. Угу. Сейчас мы взрослые, грубо говоря, мужики, но мы, может, не выглядим как этот почти 30-летние, но мы до сих пор так и здороваемся. И я хочу, чтобы это и в 50 так было. Прикол. Ну, Прикол. а почему? Почему нет? 50 доту будешь играть? Да вообще в легкую, если мне интересно будет. Дота 4 будет. Да, если мне будет интересно, я буду играть. Хотя, знаешь, у Valve прикол такой. Они все игры до 2 доходят, Ага. третью часть они не делают. Да? CS2, Dota 2, Half-Life 2. Все мечтают о Half-Life 3, но ее нету, и это просто флажные мечты всех геймеров. Что еще? Dota 2, Half-Life 2, Counter-Strike 2, Portal 2. Все игры 2. И ты представь, что будет, если Гейб, Гейб это главный, SEO Стима. Главный, короче, в Стиме. Габен. Габен, да. А я Гейб Гейб сказал? Ньюэлл. Ну, его так называют. Да, Гейб вот. Ньюэлл. Ну да, Гейб Ньюэлл. Я знаю Габенчик. его. Я дотер, ты чё? Ну да. И вот ты представь, если он сделает третью часть любой игры. Просто взорвется все. Вот он бы сделал Dota 3. Мне кажется, Доте уже пора обновиться. Дота, блин, ну, они обновляют там карту немножко. Мы что-то не в то русло немного пошли, но... Да, мы уже прощались, как бы, но решили немножко не углубиться, а в сторону от финансов и так далее. Мы не только финансы,
Мы еще и саморазвитие, да и игры тоже. Мы не хотим зацикливаться на одном на самом деле. Но так получается, что пока что мы в одном направлении идем. В дальнейшем посмотрим. Так что Я думаю, что и по бодибилдингу у нас будут тоже свои видео, потому что я думаю, что мы идем и неплохо так растем в этом. кстати, да. Давай, в общем, закругляемся. Всем пламенный пока. Ладно, это был Домокаст. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Сева и Салим. пока-пока. Пока. Как тебе вообще? Я реально кайфую. Ты знаешь, у нас получилось. Да. Я думал, как мы будем подкаст записывать? Это же Ну вот и записали. правда убирать, твою мать.